Добрый день, друзья! Канал Кубачинское серебро продолжает знакомить вас с нашей продукцией. Сегодня у нас в обзоре вот такой вот кувшин, серебряный кувшин для воды, для вина. У кого какие предпочтения. Поэтому объем 1,5 литра у кувшина, высота 25 сантиметров. Диаметр 13 сантиметров в самой толстой части. Это чтобы вы имели представление внешне приблизительное. Весь кувшин вот так вот вырезан мастером вручную алмазным резцом. Практически весь. Разве что вот там, где ручка, вот остается такая полоска гладкая. Все остальное испещрено вот таким вот мельчайшим узором. Вот эти вот ромбики, границы их очерчены так называемым чернением. Это горячая чернь. Мастер вырезает вручную дорожку, в нее засыпается порошок. При температуре 800 градусов он растекается и заполняет вот эту вот емкость. Получается при застывании такой как камень состав. Он полностью интегрируется с серебром. В дальнейшем никогда не выходит уже. Мы даем бессрочную гарантию, можно полировать, мыть, чернение никогда не сойдет. В каждом ромбике вы можете видеть вот такая красивейшая гравировка в виде цветов. Все это вырезано. Очень мелкая работа. Даже на носике кувшина все гравировано. Даже ручка вся. Вот так вот вырезана. Нижняя часть гладкая у кувшина. Крышка тоже, вот верхняя часть вся вот такая. На крышке вот здесь в углу стоит проба. Также вот здесь в этом месте на крышке стоит отверстие. Такая небольшая дырочка. Часто задают вопросы, почему мы обнаружили в крышке дырочку. Может, это брак? Нет, это не брак. Все вот такие объемные крышки, в них делается такая дырочка. Почему? Потому что вот это место пайки. Вот крышка состоит из двух частей. Вот в этом месте мастер, когда паяет, если здесь не будет выхода, образующимся вот там внутри газом, то она просто разрывается. Поэтому делают такую небольшую дырочку и спокойненько все это паяется. 875-я проба серебра данного кувшина. Такой вот он изнутри. Здесь вот носик у него. Наливать можно не снимая крышку, потому что дырочки, видите, не мешают. То есть вы берете его рукой, придерживая большим пальцем крышку, налили, положили и никаких проблем. То есть налив сюда воду, через 2,5-3 часа вода становится полностью ионизированная. Убивается более 600 видов бактерий, микробов. Поэтому так называемая живая вода. Вот здесь на кувшине тоже я вам хочу показать. Вот два клейма, если видно, вот у основания кувшина. Довольно мелко все это ставится, не видно так, но в общем вот они, вот такие два мелких клейма. Проба именник. Вот под лупой все видно. 875-я проба, объем 1,5 литра. Значит, мойте его спокойно, как обычную посуду, теми же моющими средствами: Фейри, хозяйственное мыло, амвеевские средства, всеми сертифицированными средствами. На мягкую губку до пенки натерли, смыли теплой водой, вытерли. Внутри можно мыть так называемыми губчатыми ёршиками. Вот они в хозяйственных магазинах тоже продаются. Значит, намылили, потерли изнутри, смыли, прополоскали. И все. И все время вот вы должны держать, налили сюда, например, фильтрованную воду. Через 2,5 часа вода у вас ионизировалась. Налили себе стаканчик и снова же
долили, чтобы кувшин все время был полный. И постоянно будет процесс ионизации, насыщение воды ионами серебра. Они обладают бактерицидными свойствами. Поэтому все время держите кувшин полный с водой. Налили стаканчики там на семью, кто выпил, кто не выпил. И также опять долили. Процесс, как говорится, бесконечный. Ну, кто-то может использовать для вина. Также можно к ним докупать еще стаканчики в такой же вот растительной обработке. Поэтому подробная информация со всеми характеристиками, с ценами у нас на сайте. В левом верхнем углу вы видите наш логотип с адресом нашего сайта. Также под видео в описании ссылка на наш сайт. Также у нас есть YouTube канал. Подписывайтесь на наш канал. Тоже он на сайте есть значок. Пишите комментарии, ставьте лайки. До скорых встреч.